Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть. Канал гадания на любовь. Здесь у нас нет политических тем. Именно на любовь. Любовь есть всегда, во все периоды жизни. И если у вас есть такие вопросы, мы сегодня выполним такой расклад. 7 вопросов вашему мужчине. Мы спросим, что он думает, что он чувствует, что он планирует, что он говорит и что он сделает, а также, что он даст вам и что он заберет. Вот такие вопросы. Просто вопросы, это небольшое гадание, такое вот ситуационное, когда хочется прояснить ситуацию. Итак, 7 вопросов вашему мужчине. Диагностика такая. Так, что он думает сейчас? Его мысли читаем. Так, думает он о любви. Раз. О дороге, о признании. Еще о чем он думает. Конечно, я читаю в отношении вас. Что он будет настойчив, что он от вас не отстанет, что он своего добьется. Что он еще думает в данном случае? Он думает, что вы очень строги к нему. Это его мысли. То есть мысли о любви, о настойчивости и о вашей строгости. Мысли данного момента. То есть карты считывают информацию. Вот вы пришли, открыли гадание, и этот момент. Ваш вопрос и ответ карт. Что у него на душе? Что он чувствует сейчас? Так, ему тяжело. Тяжесть на душе. Тяжесть на душе. Ну, такое ощущение, знаете как? Тяжел груз, но я его буду нести. Я его никогда не брошу. Что еще он чувствует? Сильное притяжение к вам. Вот знаете, когда, как говорится, вот не хотел бы, да ноги ведут. Что еще он чувствует? Ну, фантазия, ощущение фантазии. Еще, знаете, такое ощущение нереальности чего-то. Вот бывает такое состояние, когда я вроде как не понимаю, что, но вот что-то со мной происходит. Вот такое он чувствует. Когда он не может словами объяснить свои чувства. Вот так. Ладно, что у него в планах на текущий момент? Что у него в планах? Ну, смотрите, очень хочет поговорить с вами, побыть с вами наедине, что-то вам открыть, какие-то тайны, выслушать вас. То есть он хочет в планах доверительный разговор или любовное свидание. Так, еще что у него в планах? Так, ну смотрите, доверительный разговор, но еще он может вам высказать какие-то претензии или рассказать вам в планах, что, возможно, его ждет какая-то поездка, командировка, ну, какие-то действия. Так, рассказать вам о командировке, поездке. Так, еще что в планах? Ну, в планах у него по этой карте закрепить отношения, то есть моя никому не отдам. То есть некую базу отношений сделать. Вложиться в отношения. Ну, карта показывает всегда скуповатых, но вот в таком раскладе, то есть я планирую закрепиться в этих отношениях. Либо пока ничего не менять, вот в зависимости от вашей ситуации. Так, что у него будет на словах? О чем он вам будет говорить? Ну, смотрите, может говорить вам о ревности, спрашивать у вас о ком-то, расспрашивать вас. Вообще карта подозрительного шпиончика такого. То есть будет вас расспрашивать, переспрашивать, ревновать. Можете почувствовать чувство ревности. О чем он будет еще говорить вам? Ну, кто в доме хозяин? Он будет говорить: я император. Ты меня должна слушать. Я вообще-то тебя ревную, но помни, мое слово закон. Что он еще будет говорить вам? Ну, смотрите, о переменах будет говорить, о больших переменах. Но для кого-то это карта изменения формата отношений. Конечно, здесь нет разрыва, потому что здесь человек заинтересованный, но он будет говорить, ну, еще знаете как, вот карта смерть может говорить о неких внешних обстоятельствах, будет вам говорить, которые, ну, скажем так, переиначат его планы. То есть у него в планах было одно, обстоятельства отыгрались не так. То есть может говорить о внешних обстоятельствах, которые влияют на него действия. Так, а что, как он будет действовать?
Как он будет действовать? С любовью к вам придет. Вот королева кубков. То есть мягко, нежно, с любовью. Как еще он будет действовать? Страстно. Видите? Карта страсти. Любовь, страсть еще как будет действовать. Он будет слушаться вас, он будет следовать за вами, и он будет поддерживать вашу инициативу. Теперь я хочу спросить у карт. Давайте спросим, что этот человек даст вам? Что этот человек вам даст? Что он вам даст? Что он вам даст? Он вам даст хорошее настроение, во-первых. Он вам даст приятную компанию. Ну, может быть, это такая малость, но общение будет с ним приятным. Заберет ли он что-то у вас? Заберет ли он что-то у вас? Ну, в принципе, карта туз пентаклей, он может забрать у вас иной шанс, иного человека. Но если он вам нужен, расклад нам показал вот такие, дал нам такие 7 ответов на 7 вопросов вашему мужчине. Ну что ж, дорогие друзья, всем всего доброго, до новых встреч!